В России война или же специальная военная операция? В чем отличие между этими двумя понятиями и почему в России запрещают называть конфликт в Украине войной? Обо всем этом ты узнаешь прямо сейчас. Подпишись на канал, а я продолжаю. Итак, 24 февраля 2024 года в 4 часа утра по киевскому времени президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции на территории Украины. После заявления Путина в Украину вошли русские войска, которые двигались с 3 направлений. Фактически сразу на территории Российской Федерации было запрещено называть данные боевые действия войной, и некоторых людей даже наказали за это. Несмотря на то, что на момент написания моего ролика прошло уже больше 2 лет с начала украинско-российского военного конфликта, вопрос о том, почему в России на данный момент конфликт до сих пор называют специальной военной операцией, а не войной, так и не раскрыт. Различные блогеры и политические каналы переворачивают данный вопрос под свои взгляды, и сегодня я покончу с этим раз и навсегда. Я расскажу тебе правду о том, почему конфликт в России называется специальной военной операцией, а не войной. И вот для того, чтобы ответить на главный вопрос видео, нужно задаться вопросом, что такое война. Война — это в первую очередь боевые действия одного государства против другого. То есть одно государство собирает армию и атакует другое государство ради конкретных целей. И в этом плане конфликт в Украине является ничем иным, как войной. Российское государство собрало армию. Эта армия вошла на территорию украинского государства, и Россия ведет на украинской территории боевые действия ради конкретных целей. И это независимо от того, хочет ли Россия захватить украинское государство, или же она хочет защищать жителей Донбасса, как говорили российские власти. По логике, любые боевые действия на территории Украины со стороны российской армии являются войной, так же, как и боевые действия украинской армии. Однако мы живем в 21 веке, и многие понятия в наше время приобретают новые лицемерные значения. Такое новое значение приобрело и понятие войны. Теперь, чтобы боевые действия могли называться войной, недостаточно того, что я сказал ранее. Теперь для того, чтобы назвать боевые действия войной, необходимо, чтобы стороны конфликта признали боевые действия войной на официальном уровне. Например, американцы, когда вводили свои войска в Ирак, не называли свои действия войной. Они называли войну с Ираком военной интервенцией. Такая же ситуация происходила и во времена американской интервенции в Афганистане, и во время американской войны во Вьетнаме. Советский Союз в том же Афганистане поступал аналогично и называл вторжение советских войск в Афганистан также военной интервенцией. И потому называть конфликт в Украине не войной, а специальной военной операцией не является чем-то новым. Это лишь заявление российских политиков, которые наши потомки даже не будут воспринимать всерьез. Они будут называть конфликт в Украине войной и будут его разбирать непосредственно как украинско-российскую войну. Однако, какой смысл политикам говорить такие заявления? Зачем наказывать людей за то, что в будущем все равно будет называться войной? И вот тут-то, мой дорогой зритель, ты наконец-то задаешь правильный вопрос. Ведь ответ на этот вопрос и раскрывает правду на то, почему в России войну называют специальной военной операцией. Потому что наш мир изменился, а вместе с ним и духовные ценности. Это раньше какой-то там царек мог собрать людей и армию и атаковать кого угодно, не думая ни о чем, не имея никаких последствий за свои решения. Раньше никому не были интересны ни права человека, ни какие-то международные обязательства. Все это сформировалось со временем, и ввиду образования мирового сообщества вести войны по свету большим государствам, как Россия, становится проблематично. Вот представь, что будет, когда российские чиновники начнут говорить о том, что в России война с Украиной. Как ты считаешь, много ли иностранных инвесторов останется в России? Будут ли союзники России и дальше с ней хоть как-то взаимодействовать? Ведь теперь Россия станет страной-агрессором, независимо от того, чего она хочет на украинской территории. И причем она сама признает это. Россия нарушит международное право, которое сама же признавала, и взаимодействие с российским государством будет означать, что ты поддерживаешь нарушение международного права. В таком случае Россия останется в международном изоляции, ибо никто не захочет портить свою репутацию и взаимодействовать со страной-агрессором. И это даже несмотря на выгоду, которую может дать это самое взаимодействие. Вот Европа сейчас не особо взаимодействует с Россией, хотя ей бы было довольно выгодно. Европа не хочет терять свой престиж, потому она помогает Украине в военной поддержке. Потому называть боевые действия в Украине специальной военной операцией довольно разумный шаг с российской стороны. Таким образом, Россия показывает мировому сообществу, что российское государство не является агрессором и лишь отстаивает свои интересы в Украине. Также поступали и США в свое время, и я сейчас никого не оправдываю. Такой подход является лицемерным, но я не собираюсь его оправдывать или осуждать. Однако теперь ты понимаешь, почему в начале украинско-российского конфликта власти
Власти России требовали называть его специальной военной операцией. Как бы это смешно не звучало, но это был вопрос государственной важности для Российской Федерации. Это для нас, простых людей, нет значения между войной и спецоперацией. Но для политиков это играет огромное значение, которое может определять политику целой державы. Также, если бы Россия объявила войну Украине на официальном уровне, то тогда пришлось бы задействовать больше войск в Украине или даже применить ядерное оружие, потому что согласно Конституции России, если российскому государству что-то угрожает, то российское государство имеет право применить ядерное оружие. Ведь Украина в случае объявления ей войны становится не просто территорией, где Россия отстаивает свои интересы. Украина становится теперь угрозой для российского государства, которую надо уничтожить всеми возможными средствами. Потому и не говорят в России такое слово, как война. Слишком дорого будет стоить. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч.